Друзья, всем огромный привет! С вами Ольга и вы на канале Быструкоделие. Сегодня я покажу вам, как сделать своими руками подделку из синельной проволоки. Для начала я подготавливаю материал, а именно скручиваю по 2 проволочки вместе, потому что они достаточно мягкие, хорошо гнутся, но для нашей конструкции нужна прочность. Таким образом подготавливаю 4 проволоки. Длина каждой составляет 30 сантиметров. Также нам понадобится еще одна проволока, которой мы будем оплетать проволочки основы. Тоже укрепляем ее, однако отступаем от начала сантиметра 3, чтобы была возможность наращивать эту проволоку. Можно сделать сразу длинную проволочку, а можно наращивать по ходу работы. Друзья, если вы еще не работали с такой проволокой, но очень хотите попробовать, приобрести такую можно в рукодельных магазинах. Мне кажется, сейчас во всех практически она есть. Также такая проволока есть на AliExpress, можно ее заказать, или в Fix Price. Если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, нажимайте колокольчик, и тогда вы точно не пропустите выход новых интересных видео. Подготовительная часть работ завершена. У нас получились 4 заготовки по 30 сантиметров и одна длинная, которую мы будем наращивать по ходу работы. Отмеряем линейкой на первой заготовке 11 сантиметров и в этом месте закрепляем нашу длинную проволоку. Далее буду оплетать проволоки основы, оставляя между ними расстояние примерно сантиметр-полтора. Это будет тело нашего оленя. Вначале переплетать не очень удобно, хотя если вы сделаете в какой-то картонной коробке отверстие и вставите туда проволочки, возможно, это будет удобнее. Но я не стала заморачиваться и делаю прям вот как есть. Плетаем таким образом примерно 3 сантиметра, это 6 проходов туда и обратно, и тело нашего оленя готово. Обрезаем крайнюю левую проволоку ножницами или кусачиками, это будет хвостик. Вторую проволочку приводим к третьей, и чтобы четвертая была такая же, как и третья, добавляем туда еще одну проволоку. И оплетаем эти проволочки, формируя шею. Наращиваю проволоку еще раз, формирую мордочку оленя и буду оплетать все, что внутри.
Когда оплели мордочку оленя, остаток проволоки можно обрезать, а конец проволоки прячем внутрь, чтобы он ни за что не цеплялся. Далее займемся ногами, которые сделать очень просто. Мы просто складываем проволоку пополам и скручиваем, таким образом формируя ножки. Копыта формирую путем небольшого закручивания нижней части ножек. Хвостик можно сделать такой же маленький, как у меня, просто скрутить его, либо оставить проволоку подлиннее и закрутить баранком. Это все делается на ваш вкус. Все, что нам остается, это сделать рога нашему оленю. Укорачиваю проволочку, которой я наращивала рога, и скручиваю по 2 проволочки вместе. Обязательно напишите в комментариях, все ли у вас получилось, в каких моментах возникли сложности или все было легко и просто. Фото ваших работ выкладывайте в группе Best Рукоделие ВКонтакте. Мне будет очень интересно посмотреть, какие олени у вас получились. Ссылку на группу я оставлю в описании, чтобы вам легко было ее найти, а также оставлю ссылочку на свой Инстаграм.